Приветствую вас, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания. Однажды утром Джон гулял в лесу недалеко от своей хижины. Внезапно он остановился, так как раздался пронзительный вой в округе. Он бросил свою кемпинговую экипировку и медленно подошел, чтобы выглянуть сквозь низкую растительность в лесной поляне. Он столкнулся с огромной волчицей. Ее лапы были запутаны в капкане, и она пыталась освободиться, но потом она сдалась и снова легла. Волчица выглядела уставшей, как будто потеряла всякую надежду. Джон был шокирован. Он хотел помочь животному, но когда подошел ближе, испугался и попытался освободить ее от капкана. Волчица зарычала, и шерсть на ее спине встала дыбом, но больше от страха, чем от настоящей злобы. Джон отступил, не желая рисковать получить травмы. Тогда он заметил нечто. Волчица была явно самкой, но это само по себе не было удивительным. Ее вымя было полно молока, это значило, что где-то должны быть ее детеныши, которые с нетерпением ждут свою маму, если они еще живы. Детеныши, кормимые матерью, не могут выжить долго без нее. Если Джон хотел спасти детенышей, ему нужно было действовать быстро, но он не мог подойти к волчице, опасаясь, что она может нанести ему вред, ведь дикое животное в такой напряженной ситуации непредсказуемо. Волчица была на грани смерти. Похоже, она потеряла много крови из-за раны на ноге. Если оставить ее одну, смерть была бы неизбежной. Джон не хотел доводить ситуацию до такого края. После всего, что он прошел в жизни, он стал тем, кто никогда не сдается. Он также не был готов отказаться от этой умирающей волчицы. Он знал, что каждая секунда, которую он тратит, может означать, что эта волчица или один из ее детенышей не выживут. Он должен был действовать, сейчас не зная, как освободить лапу волчицы из капкана. Джон собрался с духом, он осторожно коснулся ее лапы. К его удивлению, она не отреагировала. Она была уже совершенно слабой. Действовать нужно было сейчас или никогда. Он осторожно держал голову волчицы одной рукой и другой нажал на кнопку капкана, чтобы освободить ее, но он не раскрылся. Она осталась заперта. Капкан также был поврежден. Вероятно, это произошло, когда волк пытался сбежать. Джону не оставалось времени на размышления. Он схватил камень и стал бить по кнопке, пока она не открылась. Затем с полной силы он поднял волчицу на плечо и потащил ее к своей хижине. Она находилась всего в нескольких сотнях метров от него, но все равно потребовалось много времени на дорогу. Он положил волчицу рядом с камином, она была полностью неподвижной. Как дом прогрелся, он мог увидеть ее раны, которые он вымыл и обработал своим аптечным набором. У Джона было медицинское образование, и он точно знал, что делать. Ее нога была ранена, но, к счастью, не сломана. Если бы он ждал дольше, она бы точно потеряла ногу. Теперь он был уверен, что сможет спасти ее жизнь. Постепенно она начала проявлять признаки жизни. Когда она снова зарычала на него, он понял, что она будет в порядке. Ей нужно было время, чтобы поправиться, но она не хотела, чтобы он слишком близко приближался к ней. Зная, что она вскоре придет в себя, Джон решил вынести ее из дома на веранду. После того, как он позаботился о матери волчицы, и она почувствовала себя лучше, он отправился на поиски детенышей. Но с чего ему начать, чтобы найти логово с волчатами? Детеныши не должны быть далеко, потому что волчица не отходит от них далеко. Благодаря своему опыту в канадской армии, у него было много навыков выживания и знаний следопыта. Ему придется использовать все свои умения, чтобы спасти малышей. Он осматривал местность в поисках улик и, наконец, нашел то, что искал. После долгого поиска его привлекло что-то. Это было скрыто, но был открытый проход к норе в земле. Надеясь, что это было убежище с волчатами, он собрал волю в кулак и попытался привлечь их. Они были обучены оставаться внутри, пока не услышат свою мать. Джон был решительным,
и делал все возможное. Он попробовал свою лучшую имитацию волка, ничего не произошло. Он попробовал еще раз, но все равно ничего не случилось. Он только начал задумываться о том, опасно ли входить в нору, когда внезапно выскочил маленький волчонок. Он голодал, из-за этого, вероятно, был готов рискнуть, чтобы выйти без мамы. Когда первый малыш вышел, вскоре последовали и остальные. Зная, что он не сможет унести всех четверых, он аккуратно поместил их в мешок и закрыл его. Джону нужно было проверить, нет ли еще детенышей. Засунуть в нору голову никогда не было хорошей идеей, но мысль о том, что он мог оставить одного из них, была неприемлемой. Он должен был быть уверенным, что в норе никого не осталось. Джон лег на живот и полез внутрь. К счастью, это не было так глубоко, как он предполагал. Человек искал по норе, но других волчат не было видно. Он мог уехать отсюда с чистой совестью, зная, что детенышей не осталось в норе. Джон взял мешок с волчатами и вернулся к их матери. Мать, должно быть, услышала его тихое мычание, когда он подошел, потому что она начала плакать. Джон аккуратно положил волчат вниз и оставил рядом с матерью. Он надеялся, что их запах не оттолкнет мать от них. Волчата узнали мать и бегом бросились к ней. Она обнюхала их, и Джон замер, на мгновение задерживая дыхание. Она их узнала. Опытный искатель приключений был тронут до слез, когда она начала лизать волчат. Она легла, и вскоре маленькие волки с удовольствием стали пить молоко волчицы. Волчица находилась у Джона около недели, и, кажется, ей становилось все лучше. Вскоре она смогла подняться и даже ходить. Через несколько дней, утром, она залаяла на своих детенышей, и они все поднялись и пошли за ней. Джон понял, что они уйдут навсегда, и он больше никогда не видел стаю волчицы и волчат. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч!